Привет, друзья! Сегодня, как и обещала, даю рецепт моей глазури для росписи пряников. Она подходит как для обычных пряников, так и для пряничных домиков, но консистенция должна быть разная. Для глазури нам понадобится мелкодисперсная просеянная сахарная пудра. Я использую пудру Ильбейкери. Также понадобится холодная вода, глюкозный сироп и альбумин. Первым делом смешиваем глюкозный сироп с водой. Хорошенько размешиваем до полного растворения глюкозы. Глюкоза у нас играет роль антикристаллизатора, и благодаря ей получается более гибкая ниточка при росписи пряников. Теперь в просеянную сахарную пудру добавляем альбумин и перемешиваем, чтобы альбумин немного объединился с пудрой и не был комками. Далее добавляем глюкозу с водой, но я добавлю не всю, чуть больше половины, чтобы показать вам, как меняется консистенция. Удобнее всего глазурь делать именно в высоком стакане. Во-первых, удобно взбивать, а во-вторых, глазурь достаточно быстро высыхает, а в такой посуде это будет происходить медленнее. Вот такая глазурь идеальна для декора пряничного домика. Для пряников же добавим всю жидкость, еще немного взобьем. Вот посмотрите, глазурь стекает, но плохо растекается. Такая консистенция идеальна для контура и росписи пряников. Обычно я работаю именно с такой консистенцией, но если вы хотите заливать большие пряники, то консистенцию нужно сделать еще чуть более жиже, добавив еще немного простой воды. После добавления перемешиваем. Можно перемешать как венчиком, так и ложечкой. Вот посмотрите, глазурь быстро стекает, но не сразу растекается. Это та консистенция глазури, с которой удобно работать при заливке. Жиже делать уже нельзя, она будет стекать с пряников. Если у вас получилось все-таки сделать глазурь слишком жидкой, то это можно исправить, добавив небольшое количество сахарной пудры в смесь и просто перемешать ложкой до однородной консистенции. Перейдем к окрашиванию. Красить глазурь можно хоть гелевыми, хоть сухими красителями. Гелевые добавляем сразу, а сухие предварительно разводим в ложечке с несколькими каплями воды и добавляем. Окрашенную глазурь
сразу перекладываем в кондитерский мешок. Я обычно не использую насадки, просто обрезаю кончик мешка. Сначала обрезаем чуть-чуть, проверяем. Если слишком тонкая линия, обрезаем еще чуть-чуть. И так, пока нас не будет удовлетворять толщина линии. После того, как вся глазурь окрашена и разложена по мешочкам, ее необходимо оставить при комнатной температуре примерно на 1 час, чтобы исчезли лишние пузырьки воздуха. На этом заканчиваю свое видео. Надеюсь, оно оказалось вам полезным. Всем удачи в росписи пряников. С вами была Торта Мария. Всем пока!